Всем привет! Вы находитесь на канале Аврашка Лайф. Меня зовут Наталья. Я живу в Сибири, в Красноярском крае. Сегодня у нас теплый день, воскресенье, 23 апреля. Наконец-то мы почувствовали, что весна. Вон у нас еще там последние, так сказать, снежинки не растаяли, но уже завтра тоже будет тепло. Я могу спокойно выйти на улицу в одной такой кофте. Настроение очень хорошее. И вот какое угощение я приготовила своим курочкам. Лучок. Пойдем посмотрим, они у меня спокойно гуляют. Тут еще, правда, грязненько, но уже хочется погулять всем. Загорают, стоят. И хотела рассказать сегодня об одном естественном физиологическом процессе, который сейчас как раз происходит у моих кур. Так, вот я зашла в курятничек. Как видите, я уже соединила молодых кур и основное стадо. Так как они у меня практически 1,5 месяца находились за сеткой, то соединение произошло без проблем. Цыпа, цыпа, цыпа. Лук они очень любят. Это молодежь. Вот один петушок такой красивый, серенький. Ну, о чем я хотела сегодня поговорить и рассказать, это о линьке. Сейчас у меня куры вошли в такую серьезную линьку. Вот одна, смотрите, какая. И голова у нее, и шея, и туловище. Ну, тут вот это вот, как бы, такое себе. Ну, тоже прилично. Вот еще курочка. Те что-то сидят. Сейчас выгоню их. О, куда яйцо снесли. Сейчас полезу доставать. Как я уже не раз говорила раньше, я занимаюсь активным изучением физиологии кур. Ну, для того, чтобы понимать, там, какие у них могут быть процессы происходить, что такое линька, какие процессы ее обуславливают. Ну, понятно, да, что, то есть, вот. И линька ведь бывает не всегда сезонная. Также бывает линька и стрессовая, да, допустим, какая-то болезненная, ну, короче говоря, патологическая. А вообще, в принципе, линька — это такой периодический процесс сбрасывания перьев, да, замена старых перьев на новые. Когда, допустим, в организме накапливаются токсины, да, со старыми перьями они уходят. Также при линьке, вернее после линьки, активизируются все функциональные процессы в организме, метаболические процессы ускоряются. Также курица лучше усваивает питательные вещества, например, белок. Вот. Ну, когда начинается линька, как бы тоже на это влияет много факторов. Вот у меня такая как бы конкретная линька вот начинается по весне. Почему? Потому что у меня теплый курятник, а в принципе линька все равно нужна. И вот они сейчас у меня начинают, то есть осенью была такая, ну, она практически проходит так сглаженно, а сейчас с наступлением теплых дней курица активно избавляется от старых перьев для того, чтобы обрасти новым пером. А вот, кстати, курочка, которую я лечила прошлым летом. Если кто-то смотрел ролик, которая у меня несла каждый день по яичку, это уже возрастная курица. Вот ей сейчас уже будет 4-е лето. Она также несется, но, возможно, не так активно, как неслась в прошлое лето. Вот видите, какая красивая стала. И вспомните, какая она была практически 10 месяцев назад. Или даже не 10, а может быть 9.
Очень красивая курица, спокойная очень. Она, кстати, вот пока не линяет. А вот эти вот красавицы. Обычно куры начинают линять с головы и дальше как бы продвигаются по телу, хвост, лапы. Вот. А если говорить о нормальной физиологической линьке, да, у кур, то различают два вида линьки. Одна линька ювенальная, ну, по названию понятно, что это детская линька. И вторая линька называется по-научному дефинитивная, ну, по-нашему, по-простому, это обычная сезонная линька. Вот, ювенальная линька детская, она начинается, ну, изначально, как цыпленок рождается, и длится примерно до месяцев 2, пока цыпленок не обрастает перышками. А сезонная линька, значит, ну, понятно, она бывает в соответствии со временем года. Обычно наступает первая линька в конце лета, в начале осени, ну, при подготовке организма курицы к зиме. Ну и вот по весне также бывают линьки. Но как бы по весне, конечно, бывают реже. Это все зависит от условий содержания. Вот как я уже сказала, у меня теплый курятник, поэтому куры у меня линяют и весной. И неважно, в какое время года вы вывели курицу, все равно организм курицы подстроится под необходимый период жизни, времени года, и она будет линять так, как положено. Всегда в одном хозяйстве, при одних условиях содержания, линька у кур плюс-минус все равно идет примерно одинаково. Сразу вы почувствуете это, когда снижается яйценоскость. Вот у меня яйценоскость, ну, снизилась. Я даже не всегда по 10 яиц в день набираю. Ну, как бы яйца, конечно, есть, но все равно проблематично сейчас. У специалистов считается, что высокопродуктивная птица должна и линять быстрее, потому что у нее процессы эти происходят быстрее, то есть она быстрее несется, и быстрее у нее обмен веществ происходит, и, соответственно, линька тоже должна проходить быстрее. Итак, какие же процессы происходят в организме у курицы при линьке? Значит, ну, во-первых, как правило, птица перестает нестись или значительно снижает количество снесенных яиц. У самцов снижается также качество спермы. И во время линьки, конечно, лучше не брать, ну, то есть петухов с курами не планировать на инкубацию. С чем это связано? Это связано с гормоном щитовидной железы. То есть это все гормональные процессы в организме. Во время линьки, вернее перед линькой, начинает активизироваться гормон щитовидной железы. Активизация гормона щитовидной железы подавляет работу половых гормонов. Соответственно, курица из-за этого и снижает яйценоскость или вообще может перестать нестись. То есть это чисто физиологический процесс. Вот. И никак мы на него повлиять не можем, но только если не начать кормить курицу какими-то гормональными препаратами. Но я думаю, что никто в здравом уме не будет кормить курицу специально гормональными препаратами, чтобы только она не впадала в линьку, а неслась. То есть это просто угробить птицу, я считаю. Ну, также во время линьки у курицы снижается масса тела, потому что организму нужно затрачивать больше сил, да, на восстановление перьевого покрова. Соответственно, белки не накапливаются, а уходят в формирование перьев. Напоминаю, что, ну, все кто-то не знает, что перо состоит практически полностью из белка, который это белок кератин. Вот. Поэтому курице нужен белок, соответственно, она этот белок берет за счет резервов своего собственного организма. И очень бывают такие случаи нередки, что когда у курицы ограниченное количество белка в пище, да, а она вошла в линьку, а белок-то ей нужно откуда-то брать, и начинается расклев. Вот. Но, слава богу, у меня никогда такого не было. Я про это говорю, могу судить только теоретически, ну и по знакомым, по своим. Вот. У меня как бы такого никогда не было, мне с этим бороться не приходилось. Поэтому в этом плане
посоветовать ничего не могу, я говорю все как, вот, как у меня есть. То есть я даю постоянно подсолнечный жмых, в котором много белка, даю мясокосную рыбную муку, в которой много белка, и животного тем более. Даю также дрожжи, такие обычные хлебопекарные, в которых большой уровень содержания витаминов группы В, которые влияют на формирование вот этой вот мышечной массы. Поэтому у меня, я надеюсь, что и поэтому в том числе не бывает никогда расклевов. Ну и когда человек выявил вот эту вот взаимосвязь, да, между линькой и продуктивностью у курицы, да, то решили этот вопрос как-то сделать более регулируемым, да, и появилось такое понятие, как искусственная линька. Искусственная линька – это линька, когда птицу заставляют принудительно сбросить перо. Соответственно, быстро сбросить перо и быстро набрать новое. Соответственно, для этого применяются различные методы. Из искусственных различают 3 вида линьки. Это есть линька гормональная, есть линька химическая и есть линька, зоотехнический метод, да, вот. Ну, химическая и гормональная, тут, наверное, понятно, да, то есть даются какие-то специальные препараты, которые влияют на сбрасывание перьевого покрова у птицы, да, и, то есть она вся, то есть поголовье полностью все сбрасывает свое перо и заново его начинает активно набирать. Вот. Зоотехнический метод принудительной линьки – это такой вид, он наиболее популярный на птицефабриках и в больших фермерских хозяйствах. То есть, считается, что это позволяет экономить то есть срок сокращается, соответственно, прибыль повышается, то есть потери меньше. На чем основан этот зоотехнический метод? Создается стрессовая ситуация для кур, то есть какое-то длительное время курица испытывает стресс, и за счет этого происходит резкая потеря пера. Вот. Что это за метод? То есть курицу оставляют на 2 дня абсолютно в темном помещении, без доступа к воде и к еде. То есть курица 2 дня сидит в абсолютной темноте. И потом она вот эти 2 или даже 3 дня она там сидит в темноте без воды и без еды. Потом, значит, начинают давать воду и на какой-то короткий промежуток включать свет. И потом выключают. И вот так постепенно увеличивают. По-моему, на 4-й день такого стресса курица сбрасывает перо. И потом, значит, постепенно переводит ее на обычный режим, и таким образом курица одновременно все линяют, и, соответственно, раньше одновременно все обрастают пером, и этот срок сокращается здорово, и таким образом получается на птицеводческих хозяйствах экономить. Поэтому, наверное, вы знаете, да, видели, в каком состоянии продают фабричных кур. Я не сторонник, мне было интересно. Конечно, я очень сильно любопытный человек. Я нашла, как это все делается, но со своими курами навряд ли когда-то я такое способна буду провернуть, потому что я не могу так оставить кур в темноте без воды и без еды. Я могу их 1 день оставить без еды, но точно у них будет вода, и они будут ходить гулять и что-нибудь себе там нагребут. То есть они голодные все равно не будут. А вот так, не знаю, экономически оправдано. Также бывает еще болезненная линька, да, или патологическая. Понятно по названию, что это значит, курица чем-то больна, возможно, у нее авитаминоз, возможно, какие-то глистные инвазии, да, возможно, какие-то пухопероеды. Мне кажется, из-за пухопероедов она может сама себе выдергивать там ограниченном количестве, но чтобы прям она полиняла, я что-то не знаю такого. А вот еще бывает стрессовая линька, да. Стрессовая линька это да, то есть, понятно, мне кажется, даже в эту зоотехническую линьку, она как бы по сути по своей к стрессовой-то и относится, что когда курица испытывает стресс, сильный испуг, курицы очень пугливые от резких каких-то громких движений или от постоянного шума,
то, соответственно, они могут ответить тем, что они сбросят перо. Ну, как бы вопрос, хорошо это или плохо. Я считаю, что это, конечно, не очень хорошо для организма курицы. Вот, и поэтому нужно стараться избегать таких вещей. Ну вот, допустим, мы покупаем курицу, да, ну вот куда ты денешься? Никуда. Единственное, что мы не знаем, как долго она находится в этом состоянии, когда там ее привезли, да. И, допустим, все мы на рынке берем, да, в каких условиях там ее везли, тоже мы не знаем. Соответственно, есть такой риск, что привез домой курицу, а она испытала такой стресс, что она может и не оправиться. То есть, ну, я вот, допустим, беру кур, я знаю, у кого я беру. Но не всегда это бывает, что взял и все хорошо. Ну и меня интересовал всегда вопрос, как можно помочь курице в линьке и как ускорить эту линьку, чтобы это все быстренько прошло, и курица опять стала жизнерадостная и хорошо неслась. Ну, тут советы, конечно, все банальные, наверное. То есть это хороший уход и сбалансированное полнорационное питание. Все. Что в себя включает в хороший уход? То есть, ну, понятно, что курица линяющая, она без пера, она мерзнет. Поэтому нужно обеспечить ей комфортные условия, чтобы она не мерзла, не было сквозняков. Куры очень боятся сквозняков. Но когда курица в линьке, то понятно, что она уязвима. Также должно быть достаточно поилок, кормушек у нее всегда, когда она захотела, допустим, пошла водички попила. Но нужно также следить, чтобы это, допустим, питание, да, в кормушке, чтобы она не зажирела. То есть питание должно быть полнорационным и сбалансированным, но не чрезмерным. Облысевшие вот эти вот участки, которые у курицы, да, они болезненные очень, поэтому нужно стараться ее не трогать, ничего там с ней не делать и не брать, как можно меньше брать на руки, чтобы ненароком не повредить. Также новые молодые перышки отрастающие, они тоже очень чувствительны. И именно поэтому на это время не стоит, вот я знаю, некоторые шьют курицам одежду, да, там всякие попоны и одевают. То есть в это время не стоит делать. То есть можно, во-первых, повредить вот эти вот молодые перышки, которые растут, да. Ну и во-вторых, под этими попонами практически с большой долей вероятности заведутся паразиты. Ну и хотелось бы добавить, что добавить в питание, да, что обеспечить чем, какими питательными веществами. Ну, понятно, что белок, потому что курица в это время особенно нуждается в белке. Животные белки, то есть это перьевая мука, рыбная мука, мясокостная мука. Можно даже добавляют в корм сухой обрат, тоже хорошая вещь. Вот. Растительные белки, это жмыхи, там, допустим, подсолнечный жмых, да, соевый широт, очень богатый растительным белком. Кормовая сера. Почему так важно использовать кормовую серу? Потому что кормовая сера содержит в себе такую аминокислоту, которая отвечает за оперение кур, которая называется метионин. Поэтому сера особо нужна курам в период линьки. И вообще метионин – это одна из критических аминокислот, которая нужна куриному организму. Ну вот сейчас пойдет у нас травка зелененькая. Я надеюсь, 2-3 денька теплой погоды постоит, и можно уже будет нарвать. Тоже очень хорошо помогает поддержать организм у линяющей курицы. Из домашних народных методов очень хорошо поддерживает организм курицы в период линьки – это яблочный уксус. И, как я уже говорила до этого, пекарские сырые, именно сырые дрожжи. Ну, дрожжи я говорила почему, да, потому что для формирования белка организму нужно очень много витаминов группы В, а пекарские дрожжи очень сильно богаты этим витамином. Ну а яблочный уксус очень хорошо для желудочно-кишечного тракта и для очищения, ну, для сосудов. Вот. И поэтому курица очень хорошо
отзывается на вот эти добавочки, и хорошо у нее линька проходит. Сейчас я вот в воду всегда добавляю яблочный уксус. Яблочного уксуса нужно добавлять примерно 1-2 столовые ложки на литр воды. Ну и нередко бывают такие ситуации, у меня тоже такие ситуации бывают, когда куры вроде бы линька прошла, а какая-то 1 или 2 курицы не оперяются. Вот у меня в прошлом году ролики видели, да, все куры как куры, а одна ходила вот страшная какая-то. Это ненормальное явление, и нужно разбираться, из-за чего оно происходит. Какие могут быть причины от того, что курица не обрастает пером? Ну, сразу первое – это питание, да. Ну, когда у тебя, допустим, все куры питаются одинаково, ну, ты никого же не разделяешь, и курица как бы уже такая сформировавшаяся, то насчет питания, как бы, как правило, такая причина отметается. А дальше возраст. Значит, с возрастом курице сложнее, то есть организму приходится напрягаться сильнее, чтобы обрастить себя пером. Соответственно, ей нужны какие-то более щадящие условия обитания, да, и более, так сказать, усиленное питание. Вот у меня, как я понимаю, в прошлом году была именно такая причина. То есть курица уже была возрастная, но она и сейчас возрастная, как сейчас-то тем более, да, а вот в прошлом году вот ей уже было 3-е лето. И среди, так как бы говорится, конкуренции со своими, так говорится, подругами в стадии, она, наверное, уже стала проигрывать. И тем более еще петух ее очень сильно любил топтать. Вот. Поэтому мне пришлось ее отсадить. Значит, питание она, в принципе, получала такое же, как и все, но вот это вот более спокойная обстановка, да, то есть они с петухом виделись через сеточку, но вот общались только так. Он ее топтать не имел возможности, и она буквально в течение 3 недель, я уже заметила, что у нее хорошо начало лезть, ну, новое перо. И, соответственно, вот я вам показала, какая она сейчас красивая, крупная, такая пушистая курица. Ну и также, возможно, почему курица не оперяется, потому что могут быть какие-то у нее внутренние заболевания, которые не позволяют организму усваивать питательные вещества, которые необходимы для формирования пера. Ну, это какие-то витамины и белок, да. То есть организму не хватает сил, потому что просто они организмом не усваиваются. Ну, тут нужно смотреть по, как говорится, решение хозяина. Если курица молодая и ее жалко, можно свозить к ветеринару, посмотреть какие-то, может, он лекарства пропишет. А если она уже так, как бы, то исход понятно, да, то есть есть ли смысл вообще с ней возиться. То есть, ну, тоже каждый решает для себя. Вот. Конечно, во время процесса линьки куры выглядят некрасивыми, но после нее преображаются. Перо становится блестящим и красивым у курочек у наших. Оздоравливается у них организм. И, кстати, после каждой линьки процесс производительный у кур увеличивается, и яйцо становится более качественным. Это отмечается даже специалистами. Ну, в общем-то, это все, о чем я хотела сегодня рассказать, о чем поговорить. Кому было интересно и полезно, ставьте мне лайк, подписывайтесь на меня. А сейчас спасибо всем за внимание, всем всего доброго, всем всего хорошего, здоровья желаю, счастья, всем пока.